Да, тема нашей сегодняшней встречи – это как привить желание ребенку учиться. И по большому счету я хочу с вами больше сегодня поделиться не своей тренерской деятельностью. Если кто не знает, меня зовут Светлана Соловей. Я занимаюсь развитием памяти, внимания, скорочтения. Ну, в общем, это называется эйдетика и мнемотехника. Но я больше сегодня хочу именно поговорить с точки зрения материнства, потому что я сама мама второклассника, уже переведенного во 2 класс. И рассказать о том, в общем-то, какой мы путь проходили, как ребенка мотивировала на учебу я. И мы успешно закончили 1-й год уже в школе. Да, так, начинаются комментарии уже в личные сообщения писать. Как он успешно закончил 1-й год учебы. И дело в том, что он пошел учиться немножко даже раньше, ему не было еще 6 лет. Так вот, как сделать так, чтобы ребенок не боялся учиться, чтобы ребенку было интересно, чтобы у него не было страха перед школьными предметами, я предлагаю поговорить сегодня. А ваши комментарии сейчас открою на ноутбуке. Что-то я свой эфир не могу тоже найти. Да. И что я вам хотела сказать следующее. Да, вот существует общепринятое мнение о том, что такие вот высшие мыслительные деятельности, как память, внимание, мышление, они формируются в процессе учебы. Да? То есть, по сути, мы решили, что мы отдадим ребенка в школу, и там уже люди, ну, уже специально обученные люди будут заниматься этими основными дисциплинами. Но дело в том, что в основном родители больше всего перед подготовкой к школе обращают внимание на, чтобы ребенок что, хорошо читал, да, хорошо писал и быстро соображал в математике. Но все вот эти элементы, да, учебные, школьные программы, они все равно основываются на внимании. То есть если у ребенка не будет внимания, то он не сможет высидеть весь урок, он не сможет качественно послушать все то, что говорит учитель, потому что периодически будет что-то влетать, что-то улетать. И за счет этого, естественно, будет очень сильно снижаться его уровень знаний. В конце концов, это может привести просто к тому, что появится определенно уже не желания. Возможно, у некоторых даже испортится поведение. Ну, то есть этот процесс можно остановить. И как же это сделать? Вчера я выкладывала пост, да, с теми играми, которые я играла со своим сыном. Это такая подборка. Вот. И некоторые из них по развитию вот как раз внимания, образного мышления и памяти я хочу сегодня вам показать. Чтобы было интересно, чтобы вы смогли потом показать эти же упражнения, поработать со своими детьми. Попробуйте сейчас включиться полностью в работу. И то, что я буду делать, то есть тоже комментировать и поработать, да, пропустить через себя. Первое задание у нас будет... Сейчас я не могу... Все, есть, супер. Нашла себя. Первое задание у нас будет следующего характера. Я вам буду показывать, так, чтобы не отсвечивало, картинку. И вам нужно будет, вот здесь идет задание, картинка плюс слово. Вам нужно будет это слово, которое здесь написано, я его озвучу, я понимаю, что зеркалит очень сильно. Его представить и соединить вместе с картинкой. Как это должно происходить, чтобы вы могли объяснить это ребенку? Здесь у нас нарисована Эйфелева башня, а слово «ухо». «Ухо». Ребенку для того, чтобы запустить его образное мышление, нужно научиться воспроизводить визуальные объекты, да, у себя в голове. Поэтому вы его просите представить ухо и соединить с Эйфелевой башней. Возможно, это будет ухо здесь, ну, то есть какой-то смешной истории, чтобы был тоже элемент юмора, чтобы дети могли... Не могу никак... Ага, вот так видно будет. Чтобы дети могли легко визуализировать, научиться. Вы говорите, что там, допустим, давай представим с тобой ухо, оно вот здесь вот огромное на Эйфелевой башне висит. Переходим к следующей картинке. Здесь у нас кот. И кот, а слово шкатулка. Шкатулка. Просим ребенка представить шкатулку
И какие-то интересные вещи, которые кот может делать с этой шкатулкой. Я вам немножко буду помогать, кто уже прокачанный, пробуйте сами делать ассоциации. Как вы знаете, свои ассоциации всегда намного лучше. Так вот, что может делать кот? Ну, например, кот может наливать воду в шкатулку, да? Мы представляем это все мысленно. Следующее. Здесь у нас Лондон, скорее всего. Выбираем какой-то, когда очень много образов на картинке, выбираем что-то одно. Да? Ну, я, например, выбрала такси, а слово здесь бабочка. Бабочка. Я представляю, как огромная бабочка уселась на такси. На картинке клубника, а слово у нас квас. Квас. Клубничный квас. Да? Квас с клубникой. Необычное сочетание. Лошадь, а слово кукушка. Кукушка. Представляем, что может происходить между кукушкой и лошадью. Ну, например, сама лошадь могла, да, стоять и кукукать. Еще лучше всего представить, что она на дерево прям в гнездо залезла, чтобы было смешнее. А тут у нас берег моря, коктейль, а слово грузовик. Грузовик. Можно представить, как прям по берегу проехал грузовик. Я тут сижу, коктейль пью, а здесь машины почему-то ездят. Дальше. Это у нас коробочка, девочка-коробочка. И слово купальник. Да? Визуализируем. А если ребенку тяжело представлять первое время, да, и проверить, что действительно он что-то может представить, поспрашивайте его, какого цвета, какой формы тот предмет, который он представляет. Да, то есть если он ответит, что этот купальник, например, розовый, значит у ребенка четко сформировался образ. Купальник. Коробочка в купальнике. Так, тыквы и мармелад. Тыквы и мармелад. Ну, можно представить, что девочка в руках держит огромную мармеладку, да? Камни и слово подушка. Камни и подушка. Представьте себе, да, подушка из камней. То есть очень важно для того, чтобы запустить образное мышление, чтобы ребенок мог все свои чувства привлечь, да, то есть почувствовать, насколько твердая эта подушка, да, то есть, возможно, если это камни на море, то прям почувствовать запах или шум моря. Чем больше чувств в процесс включено, тем лучше. Дальше. Черепаха и огонь. Черепаха и огонь. Ну, например, черепаха разжигает огонь. Очень важно не только проговорить, а именно увидеть эту картинку. Следующая. Девушка, а слово велосипед. Велосипед. Мы представляем, как эта симпатичная девушка села на велосипед и едет по полю. Так, мишки-панды, да, и школа. Школа. Усаживаем их за школьные парты. За школьные парты. А теперь у меня будет к вам задание. Да, чтобы проверить, насколько хорошо вы сделали ассоциации, я предлагаю вам сделать следующее. Я показываю картинку, а вы вспоминаете то слово, тот образ, который мы соединяли с этой картинкой. И я жду ваши ответы в комментариях. Так, кот. Что делал кот? Если ребенку тяжело припомнить, то вы задаете какие-то наводящие вопросы. Да, что делал? Почему так происходило? Супер, есть, да, вижу. Так, почему отвечают только те, кто уже хорошо обладает эдетическими знаниями? Отлично. Пробуйте. Те, кто еще не пробовал, попробуйте. Ага.
Что было на берегу моря? Не торопитесь никогда подсказывать, да, то есть наша задача запустить этот мыслительный процесс, чтобы ребенок научился припоминать. Это очень важно, потому что обычно даже мы сами взрослые, мы что-то выучили, а потом нам лень просто даже повторить то, что мы учили. Естественно, знания выветриваются. Поэтому здесь задача научиться вот обращаться к образному мышлению и припоминать то, что было запомнено с помощью ассоциации. Мгм. Пока все ответы верны. Отлично. И последняя картинка. Последняя картинка. Здорово. Но это еще не все. Игра с карточками не ограничивается, да, то есть только то, что мы посмотрели на карточку и вспомнили то, что мы туда добавляли. Сейчас мы сделаем в обратную сторону. После того, как мы успешно справились с предыдущим заданием, если есть варианты, да, что ребенок что-то на начальном этапе не получилось у него запомнить, не смог он вспомнить то, что было, что он к этой картинке присоединял. В таком случае ничего страшного. Приучайте к тому, что ошибки делать нормально. Просто вернитесь именно к той картинке, которую он не смог связать, предложите еще раз ему вариант, но не просто так, да, понятно, да, как дети все, да, точно здесь это был, а предложите, возможно, переделать эту связь, наверное, что-то плохо представил, почему не увязалось, то есть об этом нужно подумать, вернуться и еще раз сделать хорошую, яркую ассоциацию. Теперь следующее, что я вам предлагаю, я буду называть те слова, которые мы с вами соединяли с картинками, а вы будете записывать в комментариях, да, название, что было на картинке. Тоже можете что-то одно выбирать там. То есть, например, что было на картинке, которое ухо, где было наше ухо, с чем это связано? Я жду. То есть сейчас мы делаем обратную задачу. И обратите внимание на то, что когда вы теперь слышите слово «ухо», какая яркая, шикарная картина разворачивается у вас перед глазами, да, что вы видите действительно эту Эйфелеву башню, что там были деревья, что там такое, то есть уже было определенное время года, да, определенное время дня. То есть это называется зрительная память, то есть что мы можем вот так вот запоминать, вызывая образ в памяти. Итак, следующее слово шкатулка. У меня проблемы с комментариями. Шкатулка. Бабочка. Угу. Супер. Да, можно башня, я имею в виду по первому, где ухо было. Дальше. Квас. Квас. Кукушка. Кукушка. Грузовик. Купальник. Мармелад. Угу. Подушка. Огонь. Угу. Велосипед. И последнее слово школа. Здорово.
Девочка-коробочка, да, шкала. То есть, после того, когда мы прошли картинки, здесь вот есть слова, для того, чтобы можно было еще раз попросить ребенка вспомнить, обратную связь сделать. Я думаю, что если вам понравилось это упражнение, то ребенку оно понравится еще больше. Во-первых, потому что действительно для него это будет открытие, что он может запомнить такую информацию, совершенно разнородную, не связанную на первый взгляд между собой. И плюс, естественно, визуальные образы, картинки, они тоже очень хорошо повышают настроение. Переходим к следующему заданию. Фитнес для мозга. Да, я тоже писала о том, что обязательно необходимо их использовать, эти упражнения. Я думаю, многие знают, что если мы будем использовать руки, то с помощью рук мы можем развивать наш мозг. Почему так происходит? Потому что когда мы что-то делаем руками, особенно необычное, непривычное, то задействуются те участки мозга, которые раньше бездействовали. То есть таким образом мы укрепляем наши нейронные связи. Также эти упражнения с руками позволяют хорошо переключиться ребенку. То есть мы вот с вами позанимались на данный момент вот 18 минут, да, и как раз самое время переключить ваше внимание, дать мозгу отдохнуть и сделать упражнение с руками. Сегодня сделаем упражнение, которое называется фига 2. Выглядит оно следующим образом, да, вот такая, да, видите, вот два пальчика посерединке. А здесь мы будем честь отдавать. Потом нам нужно сделать вот следующим образом. Так, неохота в камеру крутить дуль. Попробуйте, напишите о своих ощущениях. Если получается легко, то можно добавить следующий элемент – хлопок. То есть, возможно, через хлопок кому-то будет легче. Эти упражнения не с первого раза получаются, поэтому вызывают тоже уйму бурных эмоций. Дети начинают смеяться. Но я вам хочу сказать, что некоторые, особенно если, допустим, сложно с самого начала сделать, а сложно потому что новое, да, что раньше никогда такого не делали, то некоторые дети начинают сопротивляться. Будьте всегда готовы, что будет некоторое сопротивление. Наш мозг всегда сопротивляется новому, потому что ему же нужно напрягаться. Но потом, когда начнет получаться, им будет это очень нравиться. Особенно эти упражнения еще эффективны с утра, потому что с утра, мозг-то он не спит, да, но сознание еще не проснулось. Когда ребенок встал, вот еще ходит такой сонный, то он может поделать вот такие упражнения и проснуться. Их у меня в арсенале, которые я собрала для своей программы, для детской, 11 упражнений. Так что есть где разбежаться. Хорошо. Следующее переходим. По плану у нас идет игра за 1 минуту. Для чего нужна эта игра? Я больше сейчас подробнее расскажу о правилах, но вначале расскажу, для чего она нужна. Дело в том, что многие дети испытывают проблемы с тем, чтобы выразить свои мысли. Очень часто бывает, что вот они либо используют слова-паразиты, то есть такое впечатление, что просто не может подобрать слово вовремя, как бы так экает или запинается. То есть для того, чтобы убрать вот этот эффект и дать возможность более плавной речи для ребенка, можно поиграть в следующую игру. Я вам сегодня покажу более сложный вариант для взрослых, чтобы было интересно. Потому что детский вы быстро сделаете. Но детский вариант, там просто нужно глазами будет перечислять предметы, которые вы видите. А вот взрослый вариант вам нужно будет сейчас за 1 минуту, я засеку время, наговорить как можно больше слов. Да, то есть предметов, каких-то объектов, существительных, грубо говоря. Вы называете эти слова и у себя где-то в тетрадке делаете пометочки. Да, там 1, 2, 3 палочки можете ставить, чтобы посчитать, какое количество за минуту поместилось. И ваша задача не называть слова, те, которые вы можете увидеть перед глазами, а называть только то, что вне поля вашего зрения. Сразу дам подсказку. Вы можете попутешествовать, переходите из одной комнаты в другую, гуляйте в любых помещениях, пространствах, в которые вы когда-либо были, для того, чтобы набрать как можно больше слов.
Это необходимо для того, чтобы мы соединили наше воображение с вербальным аппаратом, чтобы быстро шел ток мысли, да, появилась картинка, и я быстро могу ее выразить своими словами. А для многих взрослых это упражнение может показаться тоже сложным, но я рекомендую попробовать, потому что, поиграв несколько дней в это упражнение, вы заметите, насколько более плавно стала ваша речь, что вам легче подбирать слова, они сами быстрее подбегают, не нужно уже их долго ждать. Итак, делаем следующее. Я засекаю 1 минуту. Говорю сейчас, после того, как я скажу старт, вы начинаете произносить слова и ставить палочки. А в комментариях, после того, как пройдет 1 минута, я попрошу вас написать количество слов, которые вы успели сказать. Итак, поехали. Все, время вышло. Я жду ваши комментарии с количеством слов. Если у кого-то были трудности, тоже пишите. Ну, в принципе, значит, количество особое значение не имеет. Имеет значение именно плавность речи, да? Тот темп, с которым мы можем выдавать информацию. Бывают дети, которые вот быстро разговаривают и запинаются постоянно. То есть эта игра позволит им нормализовать свою речь, да, то есть найти вот те периоды. Ну, отлично, 39, круто. Марина, да. Хорошо, да. А есть, наоборот, те дети, которые, ну, действительно, они медленно говорят, потому что не могут вспомнить. То есть это позволит разогнать и еще образное мышление, да, восприятие пространства помимо своей головы, которая есть еще вокруг. А для того, чтобы поиграть с ребенком, сначала предложите ему просто поназывать, ну, чтобы он понял, да, о чем, как нужно играть в эту игру, чтобы он просто поназывал то, что он видит перед своими глазами. Когда вы удостоверились, что он нормально сообразил, в чем суть игры, вы можете переходить на вот этот вариант, который мы с вами только что проработали. Ну, отлично. Хорошо. И последняя игра на сегодня. Я обещала 4 игры вам показать. Игра на внимание. Можно немножечко ее и с развитием речи тоже, связанной речи, связать, но дело в том, что больше это все-таки на внимание. Сейчас вы поймете почему. Задача какая? Называется игра «Я знаю 10», да, а потом вы можете подставлять уже любые элементы. Ну, сегодня мы попрактикуемся на фруктах, И я вам предлагаю, опять же, взрослым сейчас сделать это упражнение. Я знаю 10 фруктов, и вы должны называть 1 яблоко, 2 груша, то есть вот именно через число, да, обязательно через число, не просто вот сумбурно. Там 3, ананас, 4, апельсин. Проделайте, пожалуйста, сейчас это задание до 10 и напишите, на какой цифре вы спотыкнулись. Потому что в какой-то момент вам захочется вернуться и перепроверить, называли ли вы это или нет. То есть называли вы этот фрукт или нет. Дойдете там, к примеру, до 7. Я очень жду ваших комментариев на эту тему. Оля Фадеева. Привет, Петербург. Да. Ой, так здорово, что вообще столько знакомых. То есть, если задача ясна, то жду. Если нет, напишите, что нет.
Назвала все. Хорошо, Марина, молодец. Супер. То есть первоначально для ребенка может быть сложность даже все 10 назвать. Пусть сначала попробуют там хотя бы до 5. Ну вот именно раз то-то, два то-то, три то-то. Потом это могут быть деревья, могут быть города, могут быть предметы. То есть просто расширять диапазон, и можно увеличивать количество слов. И так ребенок научится концентрироваться вот на определенном числе и определенном предмете. Да, это очень тоже важно. По основной программе, как я и обещала, показала вам 4 упражнения, которые можно поиграть с ребенком. В принципе, заняло у нас это 27 минут, но с учетом, что прямой эфир и подождать нужно, обычно это занимает около 20 минут, такое занятие. И какие же следующие шаги у вас есть? У вас есть 2 варианта, да, то есть если вы заинтересованы в развитии образного мышления, воображения своего ребенка, то я вчера выкладывала пост, там, где описываю полностью все, ну, там не все, правда, есть, потому что не все поместились, там количество определенное нужно для поста, вот, не все поместились, к сожалению, упражнения, но большинство, да, таких вот основных, они там есть. Вы можете самостоятельно поискать инструкции в интернете, да, поискать какие-то распечатки, да, что-то, какие-то материалы и тоже самостоятельно потом играть со своим ребенком. Вот. Еще есть вариант номер 2, да, то есть разобраться вместе со мной. Дело в том, что я создала такую программу, подобрала 49 упражнений на каждый день. Программа эта рассчитана на 21 день, чтобы с учетом, что вы будете ежедневно с ребенком заниматься. Как раз так, чтобы подготовить его хорошо к школе, прокачать определенные навыки. Дело в том, что всю эту программу я упаковала в PDF-файлы. Ну, вот такого формата, как вы видели, да, то есть, что здесь есть и картинки, и все задания расписаны. Получился у меня как раз на 21 урок такой файл, 280 страниц, да, и, в общем-то, почему PDF, да, почему вот я так решила поступить, почему не что-то другое. Дело в том, что сейчас лето, хочется поездить, поотдыхать, и нет возможности вот постоянно ходить, искать эти задания, что-то с ними делать, что-то решать, искать их в интернете. Ну, это я по себе сужу, я просто уже себя очень хорошо знаю, да. То когда это все в PDF, это очень легко скачать на любой носитель, то есть я имею в виду на смартфон, на планшет или на обычный персональный компьютер, и открывать в тот момент, когда вам удобно. То есть даже если у вас эти все PDF-файлы на смартфоне, вы легко сможете на море, когда у ребенка есть настроение, открыть, да, поработать, повеселиться в дороге. Это вообще незаменимая вещь. Потому что все упражнения, они рассчитаны на то, что ребенок сидеть не будет. То есть здесь письменных только там в конце, когда мы проходим метод пиктограмм, когда нужно порисовать немножко, чтобы выучить стихотворение. В основном все задания устные. И в этих PDF-ах я собрала и картинки, игровые поля, и слова, и задания. То есть все то, что может освободить маму, да, от поисков вот этих всех необходимых элементов. Более того, я даю еще 3 вебинара, в которых я детально рассказываю, вот как сейчас здесь мы с вами проводили, да, по каждому занятию, по каждой игре, как это правильно сделать с ребенком, как правильно с ним поиграть. И, естественно, это уже на платной основе. То есть я собираю во вторник, это 10 июня, закрытую группу Facebook, куда выложу все эти PDF-файлы и где будут проходить наши встречи, да, вебинары. И там, где мы сможем обсуждать и находиться в прямом вот так контакте, да, вы сможете писать мне свои комментарии, я смогу отвечать на ваши вопросы. То есть все это, пожалуйста, да. И я вам обещала сбросить ссылку на вот этот PDF-файл, да, чтобы вы смогли сами уже поиграть со своим ребенком. Я ее оставлю здесь, сверху над этим видео, да, в самом посте. Вы сможете туда зайти, если вам будет интересно ознакомиться с моей программой более детально, то это тоже все по этой же ссылке будет.
Для тех, кто в Инстаграме к нам присоединился, в шапке профиля оставлю ссылку на материалы все. Мне было приятно, что вы сегодня присоединились. Да, я желаю вам хорошего вечера и удачной подготовки к школе. Если будут вопросы, пишите под этим постом, я вам отвечу уже тоже в режиме переписки. Пока.